Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать самый простой рецепт белого хлеба на закваске. Это очень вкусный хлеб с хрустящей ароматной корочкой. Вкус и аромат этого хлеба вы можете сами разнообразить, если замените в рецепте 100 грамм белой пшеничной муки на любую другую муку. Например, амарантовую, кукурузную, овсяную. Закваску опару я всегда готовлю с вечера. Через 8 часов я уже могу на ней делать тесто для хлеба. Ссылку, как приготовить закваску опару, я дам в описании под видео. Выкладываем закваску опару в держу тестомеса. Если тестомеса нет, то выкладываем закваску опару в миску, в которой будем замешивать тесто. Добавляем в закваску опару воду комнатной температуры. Когда я разбавляю закваску водой, я всегда смотрю, как закваска держится на поверхности воды, чтобы быть уверенной, что хлеб получится. Добавляем обязательно просеянную белую пшеничную муку. Добавляем соль. Оптимально это 2% от количества муки в тесте. Вымешиваем в тестомесе 5 минут на второй скорости. Руками тесто вымешивается в 2-3 раза дольше. Правильно вымешанное тесто должно быть достаточно крутым, со среднеразвитой клейковиной, мягким и совершенно не липнуть к рукам. Тесто округляем, подтягивая его края вниз к середине. Сделать это можно прямо на весу, а затем выкладываем тесто в миску, немного смазанную растительным маслом. Тесто накрываем, чтобы оно не подсыхало, и оставляем при комнатной температуре на расстойку. За время расстойки объем теста должен увеличиться раза в 3. Время у меня на это обычно уходит от 3 до 4 часов. Выкладываем тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Делим тесто на 2 части нужной массы. Каждой части придаем форму шара. Накрываем тесто и оставляем для отдыха минут на 15-20. А затем будем придавать тесту ту форму, которую мы хотим видеть в готовом хлебе. Я буду придавать тесту овальную форму. Я думаю, у каждой хозяйки есть свои любимые методы для того, чтобы придать хлебу овальную форму. Меня часто спрашивают, почему я именно так придаю хлебу овальную форму. Зачем нужны такие сложности? Мне этот метод нравится, я этому методу научилась у Джеффри Хаммельмана. И, конечно же, ни в коей мере я никому не хочу навязывать этот метод. Каждый решает сам. Это и будет заготовка нашего будущего хлеба. Присыпем нашу заготовку мукой и поместим на расстойку швом вверх в специальную корзинку. Я для этого использую корзинку для расстойки из лозы ротанга. У кого нет формы для расстойки овального хлеба, можно заготовку оставить растаиваться на противне, либо на разделочной доске, предварительно покрытых пергаментом. Накрываем нашу заготовку и оставляем на расстойку примерно на 60-90 минут при комнатной температуре. Теперь можно приступить к формовке хлеба из второй части теста. Мои заготовки растаивались ровно 90 минут. За это время они увеличились в объеме раза в 1,5. Аккуратно перекладываем заготовки на пекарскую лопату, покрытую пергаментом. Кисточкой смахиваем с заготовок лишнюю муку, делаем на нашем будущем хлебе надрезы. Выпекать хлеб будем прямо на пергаменте в заранее прогретой духовке до 200 градусов по Цельсию минут 40-45. Хлеб готов, когда он хорошо подрумянится со всех сторон. Выпеченный хлеб остужаем на решетке. Этот хлеб выпекался на хлебопекарном камне. И, конечно же, он выглядит намного красивее, а вкус его намного лучше, чем если бы он просто выпекался на противне. Вот такой вот получился хлебушек своими руками в самой обыкновенной духовке. Красивый, румяный, с тонкой хрустящей корочкой и потрясающим ароматом свежевыпеченного хлеба. Как всегда, я отрезаю от хлеба несколько кусочков, чтобы посмотреть, какой он внутри.
Собственно, добавить тут нечего, хлеб говорит сам за себя. Приятного аппетита, всем удачи!